Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам вместе со мной осуществить посадку картофеля. Пришла весна, пора садить картофель. В прошлом видео я показал, как мы готовим посадочный материал, как выбираем клубни, какого размера должны быть, чем обрабатываем от вредителей. Итак, как же посадить картофель? Ну, во-первых, желательно ранний картофель садить с четкой ориентацией направления рядов. То есть ряды должны идти с юга на север, ну или с севера на юг, кому как нравится. Мы уже на протяжении многих лет придерживаемся определенной посадочной схемы. Междурядье 80 сантиметров, расстояние между клубнями 25 сантиметров. Это, на наш взгляд, самый оптимальный вариант. Пробовали мы поуже делать междурядье, но тогда затрудняется междурядная обработка. Именно подгортание картофеля тогда существенно затруднено. Я считаю 60 сантиметров, ну, от 60 до 80 вообще рекомендаций. Но 60 это у кого действительно дефицит свободного пространства на огороде. 60 сантиметров можно, но придется потрудиться больше, чем при 80. Просто при 80 сантиметрах междурядья более комфортно потом обрабатывать эти междурядья. Итак, друзья, что же необходимо сделать перед посадкой, кроме того, что подготовить, выбрать посадочный материал? Ну, во-первых, картофель очень хорошо реагирует на органические удобрения, то есть перегной. На 1 квадратный метр надо вносить от 8 до 10 килограмм перегноя. Но особенно хорошо картофелю, когда есть сочетание именно органических удобрений и минеральных. Перед посадкой картофеля необходимо внести из расчета на 1 квадратный метр 50 грамм мочевины или селитры. Вот здесь у нас разложены несколько сортов картофеля. Все они были подписаны, конечно, все так и хранились в четком порядке. Почему нельзя картофель сажать разные сорта в перемешку? То есть, если мы бы смешали все три сорта, так делать ни в коем случае нельзя. Потому что разный сорт имеет разную силу роста. Если какой-то картофель ранний, он даст более ранние всходы. Естественно, более будет мощная раньше выгнана ботва, и она затенит, просто-напросто затенит более поздние сорта. И поэтому нельзя делать, чтобы у нас один через один, с 5 на 10, как говорится, было. Четко, если несколько сортов, я понимаю, один сорт у нас будет один ряд длинный, второй сорт это второй ряд. Но эти сорта лучше садить отдельно. Итак, сейчас я покажу просто, как мы осуществляем посадку. Перед посадкой мы, естественно, сделали культиватором обработку почвы. Я сделал такое нехитрое приспособление самодельно. Ну, просверлил, согнул кусок металла и просверлил для фиксации. Здесь у меня будет. И я его прикрепляю на вот эту штучку на мотокультиваторе, закрепляю этим гвоздиком. Ну, можно не гвоздик, конечно, но у меня гвоздик. Времени катастрофически, к сожалению, не хватает. И сейчас делаем ровный ряд. Вот это как бы бараной. И стараемся ровненько провести борозду. Я просыпаю органическое удобрение перегной перепревший по длине всего ряда и так далее. Чтобы не занимать вашего много времени, буду краток, остальное это делаем самостоятельно. Глубина заделки картофеля до 8 сантиметров. Вообще есть такие схемы посадки, где картофель ложится буквально на один диаметр клубня, то есть чтобы верхний край чуть ли не выглядывал. Но мы предпочитаем заделывать до 8 сантиметров. Приблизительно вот такая глубина. Расстояние, как я говорил, между клубнями порядка 25 сантиметров. Вот это, на мой взгляд, самая оптимальная схема посадки. И когда все это разложено, перегной внесен, сейчас мы это все аккуратненько заделаем грабельками. После заделки грабельками заподлицо, заделываем заподлицо. Мы оставляем ровную поверхность до прорастания клубней. Естественно, положим капельный полив. У нас
налажена капельная система здесь. Ну, это не важно. Кто-то будет, может быть, орычным способом, по канавам будет поливать. Это каждому какая возможность есть, смотря. Друзья, все, ждем прорастания после этого. Сейчас, как видите, картофель не нуждается ни в каком поливе, потому что земля влажная, почва наполнена влагой. И пока он будет свободно, вот жизненных сил, которые есть в клубне, ему хватит для того, чтобы прорасти над поверхностью. И даже когда мы будем делать над ним гребень, ему будет хватать сил питания внутреннего этого клубня для прорастания даже из гребня. Друзья, ну вот, собственно, кратенько вам рассказал, как делаем это мы. В принципе, урожаями всегда довольны. Желаем вам всем больших урожаев, всего вам доброго, до свидания. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь.